Всем привет, мои дорогие и любимые подписчики. С вами я, Анна Комарова, и мой новый урок. Это очень красивый пучок, это средний низкий пучок. Не могу его назвать ни средним, ни низким, потому что это нечто среднее между этими двумя понятиями. Пучок я это делала в смешанных техниках, там и канат, там и линейная техника, и даже кружево. В общем, как мне кажется, это такая, знаете, прическа, сборная солянка всех вообще техник, но она очень воздушная, нежная и, мне кажется, что техничная, благодаря чему вы с легкостью сможете ее повторить. Ну что ж, начинаем. Вот с такой шикарнейшей моделью мы сегодня с вами будем работать. Итак, хочу сразу же обратить ваше внимание, что я записала в новом качестве, в новой программе это видео. Вы все видите, да? То есть оно ускорено и как бы такими, даже не знаю, как объяснить, но, в общем, вы видите. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам так, либо делать как раньше, потому что я еще сама для себя не могу понять, как лучше. В общем, жду от вас обратного, скажем так, ответа. Итак, делаем нашу прическу. Самое первое, как вы видели, я отделила на затылке небольшой хвостик. К этому хвостику прицепила бублик. И теперь начинаю по кругу зигзагообразными проборами подводить пряди и фиксировать тоже к этому бублику. Прям по кругу, к центру самого бублика. Что важно, когда вы делаете зигзаг, он должен быть очень четкий. Как только вы сделали зигзаг, потом вы делаете начес с внутренней стороны. Далее отделяете тоненькую прядочку сверху от пряди и вытягиваете утюгом. Причем вытягиваете максимально с большим прокрутом, да, чтобы у вас сразу же сверху был такой как бы объем. Это важно. Если вы будете утюгом просто так туда-сюда возюкать, то у вас ничего не получится. То есть очень важно зажать и сделать на объем от корня прям такое движение, да, овальное. Вот, каждую прядочку я прорабатываю спрей-воском, либо вы можете использовать средство, которое я называю Quick Tease от Redken. Дальше мы работаем с челкой. Я отделяю центральную прядь, наношу туда пудру и потом начинаю вытягивать также из этой области ребра. Вытягиваю немного. Ребер я всегда вытягиваю, максимум 3, для того, чтобы не намельчить. Особенно у меня тут, как вы видите, волосы достаточно темные. На темных волосах ребра видно плохо, и поэтому чем темнее у вас волосы, тем крупнее должны быть ребра. Это закон. Я оставляю краевые линии роста для того, чтобы из них потом сделать обрамление. Вы можете не оставлять, потому что клиенты бывают разные, кому-то нравится, кому-то не нравится, поэтому тут на ваше усмотрение. Обратите внимание, что вот я сейчас вот этими последними прядочками, да, которые вот более светлые, делаю вообще всю красоту. Что очень важно, конечно, чтобы на темных волосах хоть чуть-чуть присутствовали чуть более светлые прядки для того, чтобы делать вот рисунок, да, потому что если они абсолютно черные, то, конечно, все будет сливаться. До этого я не ставила шпильки, а сейчас по каждому ребру я выставляю шпилечку и сверху фиксирую. Можно зафиксировать как жидким лаком, так можно и зафиксировать сухим лаком. У меня уже прошла аллергия, поэтому, в общем-то, я периодически стала работать в том числе сухим. Но, как я уже и говорила, можно работать, например, только жидким. Теперь что я делаю? Я начинаю работать с хвостиками и оставшимися прядочками по краевой линии роста. Они очень тонкие, но они нам очень важны, потому что они сделают всю самую главную, основную красоту и романтику, как я люблю это называть, в нашей прическе. Работаю со второй стороной. Здесь я тоже глубокими зигзагообразными проборами отделяю прядочки, добавляю пудры, пудра Оси Стройка. У меня совсем недавно был прямой эфир в Ютубе, который назывался «Мой стайлинг». Там я очень подробно рассказывала про абсолютно весь стайлинг, которым работаю. Поэтому внутри этого видео я, собственно, не буду повторяться. Поэтому те, кто не знают, либо это интересная тема, пожалуйста, смотрите «Мой стайлинг». Прямой эфир там почти на 40 минут.
Так, начинаем дальше дорабатывать. Да, вот обратите внимание, что я проставляю везде шпилечки и после этого фиксирую либо жидким лаком, либо сухим лаком. Очень важно, перед тем, как вы укладываете прядь на краевой линии, изнутри я ее прорабатываю пудрой. Если ее пудрой не проработать, то тогда она так лежать хорошо не будет, то есть она будет заваливаться. Пудра ей дает жесткость и объем, то есть она встает прям под 90 градусов от корней, именно за счет пудры. Обратите внимание, как долго я прорабатываю одну прядочку. Я смотрю, я пытаюсь понять, хорошо ли она у меня легла, и только после этого фиксирую. Если вы видите, что у вас прядь грязная, ни в коем случае ее не надо такой грязной и фиксировать. Нужно ее вначале взять, вытянуть, расчесать, убедиться, что она чистенькая, аккуратненькая, красивая, и уже только после этого фиксировать невидимкой. Если вы зафиксировали грязную прядь, все, потом уже с ней ничего не сделаешь. Частый вопрос очень: Анна, как убрать грязь из прически? Ее чисто делать надо. Из нее ее никак не уберешь, эту грязь, если на протяжении всей прически она была. Ну и последние вот буквально прядочки у лица, да, которые у меня остались краевые, я подкручиваю. Но обратите внимание, что я подкручиваю, не кудряшки делаю, а как бы такие полупрямые, вытянутые пряди. Это тоже важно, потому что прическа у меня из таких длинных протянутых линий, ну и, конечно же, никакие кудри не нужны нам здесь. И вот на затылке оставшиеся хвостики, которые я подтягивала к бублику. Что я делаю? Я подкручиваю вначале эту прядочку, и потом делаю как бы такой жгутик и вытягиваю 2-3 ребрышка, и после этого фиксирую. Вот здесь можно просто включить свою фантазию. Здесь вы можете сделать в технике жгуты, просто накрутить, и будет такая как бы кудрявый пучок. Можно выгладить и сделать абсолютно ровный прямой пучок. Все, что угодно. И еще такой важный момент, который я, наверное, пропустила. Когда вы выставляли бублик в самом начале, его нужно выставлять четко как продолжение линии бровей. Да, то есть, если бы я его поставила выше, то это бы получилось, например, точку наименьшего объема, то это бы был высокий пучок. Поставила бы совсем низко, то это бы был совсем низкий пучок. Это такой средне-низкий пучок, да, и этим он мне и нравится, да, то, что он очень такой необычная у него высота получается. Ну, как я уже сказала, на затылке можно работать как угодно. Вот эти прядки часто у меня спрашивают, а можно ли их не оставлять? Ну, конечно, можно. Если вашему клиенту они не нравятся, то убирайте все прядки от лица, делайте абсолютно чистенькую такую работу, подобранную, и, собственно, все. Вот наша красавица готова. Это вообще одна из моих любимейших моделей, Кристина. Ее зовут. Когда-то она мне написала и попросила взять ее в качестве модели. Я пригласила и уже приглашаю не первый раз. Вообще, вы знаете, немного людей умеют нести прическу. Сделать красивую прическу я могу практически любой девушке, да, но чтобы она потом себя почувствовала королевой в этом образе, чтобы она несла эту прическу, это единицы. Это, к сожалению, единицы, и поэтому вы, дорогие стилисты, тоже должны искать себе таких моделей, которые бы несли вашу прическу, которые бы чувствовали ее, сами ей в первую очередь восхищались, и тогда это будет, конечно же, полностью во всем образе передаваться и читаться. Как вам такая прическа? Понравилась? Я думаю, что среди вас очень много моих подписчиков и в Инстаграм. Вы видели, что я выкладывала эту прическу долгое время, и она произвела целый фурор в моем Инстаграме. Поэтому я думаю, что она вам тоже понравилась. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если вам что-то непонятно. Задавайте вопросы. Я всегда стараюсь по возможности ответить всем, в особенности на свежее видео, конечно. Да, видео, которым там год, конечно, я там не всегда уже отвечаю. Я вас очень люблю, и вы знаете, хочется сказать в завершение этого урока, что самое главное в нашей с вами работе ставить на первое место это
свое творчество, свое желание доставить удовольствие своему клиенту от созерцания себя красоткой. Вот наша главная цель, девочки. Не деньги, не деньги. Хотя, конечно же, деньги мы любим, и всем они нам нужны. Но, понимаете, какой парадокс? Пока вы будете работать во имя денег, у вас их не будет. Как только вы начнете работать во имя творчества, у вас появятся деньги. Поэтому максимально отключайте свои материальные полушария мозга и настраивайтесь на творчество. Берите в руки расчески, плойки, волосы своих подружек, дочек, друзей, родственников и начинайте отрабатывать и присылать мне, и я с удовольствием прокомментирую ваши работы. Пока-пока, ваша Анна Комарова.